Всем привет-привет! Всем прекрасной пятницы! Сегодня последний расклад этого лета. Не знаю, как у вас, у меня в этом году было очень жаркое лето. Прям на моей памяти за всю мою жизнь, могу сказать, да, в Греции это прям вот второй год, когда... Не подряд, а вообще второй год на моей памяти, когда вот было очень-очень жарко, прям 43, 44, это было прям очень жаркое лето, причем температура, такое ощущение, что она вообще ниже 37 вообще не падала на протяжении всего лета. Это прям в этом году для меня было очень-очень сложно. Не знаю, напишите, как вы проживали это лето, что у вас там происходило помимо температуры. Мне кажется, в этом году было вообще очень сложное лето, помимо того, что оно было очень жарким. Так, хочу напомнить, что в разделе сообщества вышел анонс на блиц-консультации «Тема потока», расклад без вопросов. Вот, кому интересно, записывайтесь. И с понедельника, у нас, значит, будет 2 число, я начинаю дублировать расклады с YouTube-канала, да, на свой телеграм-канал. У кого есть проблемы с YouTube, у кого он медленно грузится, либо качество не очень хорошее, сможете смотреть теперь расклады в телеграм-канале. Для этого вам нужно подписаться на него. Ссылка есть под этим роликом, по ссылке «Мои услуги», нажимаете туда. В первом абзаце увидите как раз-таки ссылку на телеграм-канал. Вот, к телеграм-каналу у меня привязан чатик, в котором участие в нем, правда, платное. Вся информация есть в Телеграме об этом. Там я буду дополнительно давать информацию, возможно, и обучающую какую-то, да, там будет очень много болталок, очень много роликов, таких достаточно познавательных, плюс ко всему беседа. Вот. А в телеграм-канале у меня будет исключительно расклады и посты-мотивашки, больше ничего. Вот. Если вам интересно, да, подписывайтесь на Телеграм. Если хотите больше информации, полезной информации, больше общения, больше взаимодействия со мной, вот, добро пожаловать в чатик. Цена в чатике условная, поэтому переходите, кому интересно, подписывайтесь, спрашивайте меня в личку, да, все отвечу, кому это будет интересно. Вот. Ну и, конечно же, записывайтесь на блиц-консультации, если вам интересна тема потока, либо, иначе говоря, расклад без вопросов. Мы с вами, так, думаю, основную информацию сказала. Так, вся информация моя есть по ссылке «Мои услуги» под этим роликом, все время забываю сказать. Вот, а мы с вами приступим. Сегодня я сделаю немножко в ином формате расклад на тему, что нас ждет осенью. Обычно я делаю либо на одну позицию, либо делаю очень такой обширный. В этот раз я решила сделать небольшой расклад, прям вот по позициям, потому что обычно в таких раскладах я стараюсь не делать позиции, вот, но при этом углубляюсь. Сегодня я решила не углубляться. Мы с вами посмотрим просто общую энергию осени по позициям и несколько вероятных ситуаций, да, того, что может произойти. Вот коротко об этом будет. Так, позиции вы видите перед собой, выбрать можно по тайм-коду. На всякий случай где-нибудь здесь я выложу подсказку, расклад на лето, у кого там что совпало, напишите в комментариях, мне будет интересно почитать. Вот, знаете, я не люблю предсказательную систему, вот, но все же изредка делаю, но опять же таки не в контексте предсказания, а скорее всего в контексте общей энергетики. И в очередной раз напоминаю, что это общий расклад. Мне очень нравится, когда люди говорят, вот там не совпало, не про меня, либо в этот раз не мое. Ну, ясное дело, это же не личный расклад. Вот. С другой стороны, возможно, людям есть необходимость высказаться, выразить свою точку зрения, дать мне знать о том, что вот расклад им не подходит. Правда, я не совсем понимаю, что я должна сделать с этой информацией, но окей. Времена тяжелые, у каждого свое что-то на уме. Вот, поэтому каждый пишет то, что ему желается.
Так, думаю, все, определились, все, что нужно сказать, сказали. Итак, приступаем. Позиция номер 1, голубенький камешек, единички. Наша задача посмотреть общую энергию осени и вероятные ситуации того, что может быть, опять же таки, не как прогноз, а скорее всего как энергия. Итак, общая энергия осени для вас. Ну, осень для вас показана как возможность перемен, возможность реализации своих каких-то желаний, амбиций, коммуникаций. То есть дается некий такой потенциал, как некая такая искра и на перемены. Что вы будете делать с этой искрой, разжете вы ее, превратите в огонь, в пламя или нет, будет зависеть от вас. Да? Но потенциал на изменения здесь у вас вышел. И, вероятно, энергия осени, они будут такие активные. То есть появляется какая-то подвижность. Возможно, то, что не было летом, вот, вы сможете реализовать это осенью, потому что есть вот активность. Да, вы будете чувствовать себя более уверенно, у вас будет все больше и больше успехов, получаться что-то будет. Ну, в основном это связано с социальной сферой, вот, и профессиональной. Возможно, ваши какие-то желания будут реализовываться. Однозначно вы будете чувствовать себя комфортно. Могу предположить, что ваше настроение будет на подъеме, да, то есть такое позитивное. Не будет вот этого ощущения вялотекучести, нежелания чего-то, пассивности, отторжения. Нет, здесь будет прям вот такая активность, ощущение того, что вы взбодрились, почувствовали себя хорошо, комфортно, появилось желание что-то делать, появляется желание куда-то идти, к чему-то стремиться. Опять же таки ставить для себя какие-то цели и достигать их, да, что-то плюс ко всему внутри себя вы здесь преодолеете. Есть ощущение какого-то вот очищения, да, и бодрствования, то есть очистились. От чего вы тут очистились? Мне кажется, что здесь просто улучшилось, либо улучшится ваше финансовое состояние, либо вы ощутите себя более уверенно и в своей какой-то вот стабильности, то есть появится какая-то стабильность. Ну, плюс ко всему, возможно, улучшение в заработке, да, то есть дополнительные какие-то финансовые моменты будут, да, то есть приходы и меньше расходов, и это, возможно, вам понравится больше, да, но вот просто здесь такое, знаете, ощущение, когда человек наслаждается, здесь нету пассивности, в контексте наслаждения здесь есть движение, да, то есть деньги приходят, возможно, потому что у вас появляется активность, поскольку деньги всегда приходят на какую-то движуху, вот здесь эта движуха предполагается. Так, вот такие энергии у вас будут осенью, и теперь мы посмотрим вероятные ситуации, да, то есть что, какие энергии могут появиться осенью, либо какие вероятные ситуации, ну, пока неизвестно. Верховная жрица говорит о том, что пока неизвестно. Однозначно перемены какие-то будут в вашей жизни, и, возможно, вы либо будете держать это все в тайне, либо вы каким-то образом здесь защищаетесь от обманов, иллюзий, каких-то фантазий. То есть такое ощущение, что у вас появляется некая такая реалистичность, приземленность в ваших взглядах на жизнь, да, более какая-то практичность. Вот, уходят из вашей жизни какие-то старые сценарии. Возможно, знаете, здесь моменты иллюзорных каких-то представлений, вера во что-то, знаете, вот вера, надежда, но это то, что такое зыбкое, не имеет почвы под собой, и вот это вот уходит. Да, то есть вы будете любыми способами защищаться, отгорожаться, отгорожаться, или как по-другому, да, как-то по-другому это слово. В общем, защищаться, выстраивать какие-то заборы, будете избегать. Здесь даже есть в некоторой степени какие-то страхи, знаете, когда человек обжегся,
и старается, ну, быть более бдительным, что ли, более внимательным, да, к каким-то аналогичным ошибкам. Так вот, здесь это касается каких-то иллюзий. То есть, возможно, в прошлом, либо в недавнем, либо в далеком, да, вы, ну вот, не знаю, на что-то надеялись, то есть пребывали в каких-то иллюзиях. И вот сейчас вот эти вот иллюзии, даже если это в контексте желаний, вы стараетесь уже, знаете, не просто о чем-то мечтать, о чем-то там фантазировать, что-то представлять, а стараетесь уже хорошо стоять на ногах, да, то есть пускай это будет что-то мелкое, но при этом конкретное, чем что-то такое глобальное и нереализовываемое. То есть вот все, что связано с помутнением, в кавычках, рассудка, да, то есть когда очень много эмоций, и при этом они затуманивают ваш разум, вот этих всех состояний вы будете избегать. То есть здесь не будет желания, да, как-то входить в заблуждение. Возможно, это было вашим таким достаточно болезненным опытом, поэтому вы это будете избегать любым способом. Здесь как будто, знаете, вы более реалистично смотрите теперь на мир, да, как-то вот успокоились внутри себя, сгармонизировали себя и стараетесь не впадать ни в какие заблуждения, да, контролировать свои эмоции, в некоторой степени сдерживать. Вообще здесь все, что связано с эмоциональностью, вы будете как-то это вот избегать. Почему? Потому что понимаете, что чрезмерные эмоции, они влияют на принятие ваших каких-то решений, либо вообще на то, как вы живете. Здесь вы будете стараться не придумывать того, чего нету, да, то есть вот больше реальности. Это один момент. Второй момент, что еще есть, да, этой осенью. Какие вероятные ситуации? Вообще есть много начинаний, да, то есть есть много карт, указывающих на начинание, на какое-то вот вдохновение. Что это за начинание? Возможно, легкое какое-то общение, либо взаимодействие с кем-то, да, то есть желание не отягощать вообще свою коммуникацию, свои какие-то мысли. То есть здесь есть какое-то такое, знаете, предпочтение к чему-то более легкому. Здесь нету состояния углубления, поиска, вот то, что, возможно, было летом. Вот лето вот для вас, оно было тяжелым и эмоционально, и морально, было очень тяжелым. И вот здесь как будто бы вы заново возрождаетесь, что ли. Да. Есть желание двигаться вперед. Не всегда вы это понимаете, что иногда надеетесь просто на судьбу, иногда есть вот желание изменить привычный какой-то образ жизни, либо изменить привычные модели поведения, то, как вы мыслите. То есть здесь вот обновление, которое должно вообще, по идее, да, чисто теоретически происходить весной, у вас происходит сейчас. У вас происходит сейчас. Что-то новое входит в вашу жизнь. Хорошо, но это новое, оно как раз-таки, оно действительно новое. Здесь легкие энергии, новые возможности. Причем и новые возможности даже и от судьбы. Плюс ко всему есть какое-то движение. Возможно, есть какие-то сподвиги в вашей личной жизни, да, какие-то перемены. Что это будут за перемены в вашей личной жизни? Для кого? Кого это будет касаться? Смотрите, интересно, да, то есть для какой-то части людей появится желание, наоборот, войти в какие-то взаимоотношения, которые будут наполнены эмоционально, да, будет дарить вам счастье, радость, будет приносить успех. А для кого-то, наоборот, желание побыть одному и при этом получать удовольствие. То есть здесь не про одиночество, а здесь, скорее всего, про уединение и получение наслаждения и удовольствия от своей какой-то, от своего уединения. Здесь нету замкнутости, здесь не то, что вы закрываетесь от людей, а здесь вот вам просто хорошо самим собой, не знаю.
словите какой-то свой дзен и будете получать от этого удовольствие и наслаждение. А кто-то, возможно, войдет в какие-то отношения, но эти отношения, они будут зрелые. Это не будет там, знаете, какие-то там любовные треугольники, либо еще что-то. Нет, это то, что будет вам приносить удовольствие, это будет приносить наслаждение. Может быть, есть такое чувство, да, что не то чтобы одиночество вдвоем это в негативном ключе, а здесь вот как будто бы, знаете, вот вы вроде бы в отношениях, да, но при этом не теряете свой какой-то суверенитет, да, свою какую-то свободу. Вот вам хорошо. Вы не растворяетесь в партнере. Вот что-то такое здесь будет. То есть либо вы одни при этом получаете удовольствие, либо вы в отношениях, но при этом чувствуете свою вот какую-то независимость. Нету полного слияния с партнером. Вот нету, знаете, бывает, когда люди входят в отношения, они забывают о себе и живут интересами и жизнью своего партнера. Вот здесь такого не будет. Да? Здесь вы будете в партнерстве, здесь какие-то вот зрелые уже отношения, и при этом они вот прям наполнены, они дарят вам какое-то вот удовольствие, наслаждение эмоциональное. Так, и еще одну ситуацию давайте рассмотрим, какие энергии, да, будет в этой новой ситуации. Ну вот аркан смерти также говорит о том, что что-то здесь завершается, что-то ставите вы точку на том, что что-то вы ожидали, да, на каких-то своих ожиданиях, точка на каких-то моментах, где что-то не развивалось, где было какое-то зависшее состояние, где было какое-то жертвенное состояние. Это не обязательно в отношениях, это может быть так, как, например, там, в профессиональной сфере, либо что-то вы хотели, но при этом вы чувствовали, как раз у нас там колесо фортуны выпадало, да, где оно, что, вот оно, что, допустим, жизнь вам не дает то, что вы хотите, да, то есть было такое ощущение, что вы перекладываете ответственность за свою жизнь на внешние какие-то факторы, да, там, я не знаю, на третьих людей, там, на судьбу, на еще что-то. Вот, и чувствовали себя заложником каких-то обстоятельств, возможно. Да? Вот во всех этих ситуациях, где вы чувствовали себя жертвой, в кавычках, приходит конец. Вот я говорю, осень, она у вас какая-то такая более зрелая, более серьезная, но при этом она легкая. Она не тяжелая. Правду говорю. Ой. Сори. Она будет легкая и приятная. Что новое здесь должно родиться? Ну, вот какие-то шансы. Видите, шансы на перемены чего-то лучшего, но это будет зависеть исключительно от вас. Пойдете ли вы в это новое, возьмете ли вы эти шансы или нет. Да. Захотите ли вы что-то новое? Угу. Это будет касаться... выстраивать, это будет касаться каких-то ваших целей, мечт, надежд. Но опять-таки помню, да, я в самом начале говорила о том, что здесь ваши мечтания, они не будут иллюзорны, они будут что-то такое реалистичное. Знаете, когда вы какую-то мечту переносите, переводите в разряд целей. Вот, и вы это достигаете. То есть будут какие-то шансы, будут возможности, когда вы сможете реализовать то, что вы хотите. Я не говорю о том, что здесь будет это прям вот легко, да, подумала и у вас сразу это случилось. Нет, но возможностей у вас будет предостаточно. Вот от вас будет зависеть, будете ли вы действовать или нет. То есть осень, если подытожу, скажу, что она вот прям полностью направлена на какие-то действия, на возможности новых каких-то начинаний. Знаете, если честно, здесь по энергии, мне кажется, личная жизнь, она уйдет здесь на второй план. Вам не столько интересно будет, сколько вот будет интересна ваша социальная сфера, да, с кем, может быть, будете знакомиться с новыми интересными людьми, может быть, будете знакомиться с единомышленниками, которые будут заниматься тем делом, что занимаетесь и вы, да, то есть здесь больше профессиональная сфера, какие-то хобби, увлечения, досуг. Очень много общения, вот движуха в этом направлении. Здесь нету одиночества, здесь нету каких-то грусти, там замыкания в себе, нет. Здесь есть активность, но опять же таки это то, что будет приносить вам удовольствие. Здесь нет такого, что вот как-то надо себя преодолеть, там с кем-то поговорить, у меня нет желания, нет. Здесь все будет по добровольному желанию, и вы будете, ну, прям
получать удовольствие от своей активности. Здесь очень много движухи, и как следствие ваше финансовое положение улучшится. Так, это первая позиция была. Интересная, мне кажется, осень. Посмотрим, да, что будет, как будет, какие-то новые начинания. Так, это позиция номер 1. Позиция номер 2. Двоечки. Смотрим вас. Собрала заново полную колоду, чтобы не было такого, что вдруг кому-то там карт не хватило. Так, общая энергия осени, двоечки для вас. Общая энергия осени. Работа. Работа, да, работа, которая, либо ситуация, которая не развивалась, связанная с рутиной, связанная с каким-то хобби, либо связанная с вашей профессиональной деятельностью, вот, пришло в движение, да, то есть, возможно, очень много времени вы будете уделять работе. Так. Здесь могут быть такие моменты, сразу нам показывают, сначала хотела энергию посмотреть, потом ситуацию, но сразу уже показывают, что на работе могут возникать какие-то неожиданные для вас перемены, но они необходимы. Даже если они будут негативного порядка, ну, то есть я вижу, что кого-то здесь будут увольнять с работы, да, либо что-то такое внезапное, да, здесь будет. Конфликты, я вижу, какие-то ссоры, знаете, когда вот что-то накипело, вот долго как-то, я не знаю, может быть, в себе что-то держите, и ну, не получалось это реализовать. В общем, какие-то перемены, и они вас затронут очень сильно эмоционально. Да, перемены. Но мне кажется, что все эти перемены, хоть они будут, некоторые из них в негативном ключе, по итогу они будут вам во благо. Да? Вот то, что, как говорится, выражение, да, все, что не делается, все делается во благо. Вот здесь вот примерно что-то такое. То есть какие-то перемены ожидаются здесь на работе. Они будут внезапные, да, может быть, как-то что-то сдерживали, не могли сказать своему начальству, либо какому-то коллеге. Вот, и как-то, вот, знаете, может быть, боялись, может быть, не знаю, как-то себя сдерживали, но потом, как придет последняя капля, как говорится, да, и произойдет какая-то стычка, произойдет конфликт, но он будет во благо, он будет какой-то очищающий, может быть, какая-то ситуация после этого прояснится. И вот это будет отправной точкой, когда начнутся перемены в вашей жизни. И мне кажется, все-таки в лучшую сторону будут перемены. Да, в сторону исцеления. Я не буду говорить в лучшую или худшую, но в сторону исцеления. То есть если вы, допустим, мучились там на работе и все никак, не знаю, не могли найти повод, чтобы там уйти с работы, да, либо уволиться, либо как-то поменять работу, то вот как будто бы здесь ситуация будет такая, что с одной стороны вроде бы вас и увольняют, либо там, я не знаю, сокращение, либо еще что-то, ну, в общем, что-то такое внезапное, либо компания, например, закрывается, либо еще что-то такое. Но по факту это может сопровождаться с какими-то трудностями, да, какой-то период, но вот как-то вот на душе у вас будет хорошо, то есть вы... Во-первых, у вас восстановится здесь сон, а во-вторых, вот вы как-то успокоитесь, потому что здесь ощущение того, что вот некоторые из вас, не все, конечно, некоторые из вас вот прям здесь на нервах, да, прям вот в большом каком-то таком стрессе. И вроде бы ситуация, когда вы остаетесь без работы, она, ну, не совсем приятная, но для вас она как будто бы будет вот какая-то очищающая, облегчающая, что ли, и потом будет какой-то долгий период, когда вы будете восстанавливаться, да, либо как-то восстанавливать последствия этой ссоры. Но однозначно какие-то перемены здесь будут. Либо это в вашей рутине, обыденности, либо это связано с вашей работой. Так, еще какие ситуации?
Какие ситуации? Здесь есть какая-то ситуация, которая тянется из прошлого. Долгое какое-то время, да, либо возврат какой-то ситуации из прошлого, которая была как-то вот обманчивая, что ли, иллюзорная. Она придет к завершению. То есть вот опять-таки, знаете, ощущение того, что завершается вот какая-то ваша привязанность, может быть, да. То, когда ситуация не развивается по причине того, что вы ее видите не совсем правильно, вы ее видите как-то через призму либо своих каких-то страхов, либо через призму эмоций, чего-то такого придуманного, нереалистичного. Возможно, долгое время как-то не могли поставить точку, долгое время не могли что-то отрезать, избавиться от чего-то. Может быть, это какие-то привычки, да, там, например, негативные. И долгое время их не могли бросить курить, к примеру, да, либо еще какая-то зависимость. Вот пришло время поставить точку. Будет вот прям обновлением. Либо это если это не привычка, это какая-то ситуация из прошлого, которая возвращается в вашу жизнь. Тогда было, знаете, время, не то, что было какое-то расставание, а вот как будто бы, знаете, люди взяли какую-то паузу, и вот не закрытый был гештальт. Либо много раз пробовали, и не получалось. Так вот сейчас вот эта ситуация из прошлого, она возвращается для того, чтобы поставить точку. Возможно, это имеет отношение к детям, к семье. Такой вариант тоже может быть. Так, и еще одну давайте ситуацию посмотрим. Какая ситуация может быть осенью? Но здесь могут быть какие-то варианты того, что вы не идете во что-то новое. Почему? Потому что находите отговорки о том, что как-то сложно, то есть здесь нету движения вперед. Здесь есть некий такой самообман, где вы придумываете для себя какие-то объяснения, почему вы не можете быть императрицей. Вот. Что-то такое вы здесь себе придумаете, что вот как-то тяжело, может быть, есть какие-то обязательства. То есть вы не идете, вы не выбираете какой-то путь для себя, более успешный, более удачливый, финансово лучший. Плюс ко всему он более такой, я не знаю, позитивный, приятный, роскошный, гармоничный, красивый. Либо какие-то отношения не переходят в разряд статуса императрицы. Почему вы это как-то себе объясняете через то, что есть какие-то обязательства, есть какие-то трудности, почему это не может быть? Но в этом есть обман, то есть как-то вот вы себя обманываете. Если есть проблема, например, в финансах, да, вы себе придумываете оправдание, почему у вас нет этих денег, да, говоря о том, что, я не знаю, есть какие-то другие обязательства перед другими людьми, поэтому вот я не могу пойти во что-то новое и, как следствие, не могу стать императрицей, там, не знаю, получать эти деньги, либо еще что-то. Но это обман. Это обман. Просто вы не прикладываете каких-то усилий на самом деле для того, чтобы эти усилия дали в будущем какие-то свои плоды. Что это за вторичные выгоды? Вам больно, да, больно, страшно. Если это, например, касается отношений, то логично, да, может быть, в прошлом что-то не сложилось. И сейчас вы себе говорите о том, что, не знаю, не будет, допустим, других отношений, когда я снова смогу войти, быть значимой, важной женщиной в жизни другого человека, да. Почему? Потому что вот разбито сердце. Вы обманываете себя по поводу каких-то перемен. Может быть, вы уже, допустим, состоите в отношениях, и вы не получаете удовлетворения. Вы не получаете подтверждения своей какой-то значимости, важности для другого человека, и вы видите, что необходимо что-то изменить в своей жизни.
даже если это не касается отношений, но вы этого делать не будете, да. Вот, и не знаю, вот почему вы не делаете, потому что вот здесь опять, да, вот этот вот дьявол и семерка кубков, да, есть какие-то иллюзии, надежды, на что там надеетесь, вот, и не меняете, то есть здесь что-то нужно поменять. Потому что если вы ничего не будете менять, это будет приносить вам боль. А если вам больно, то вы в это никогда и не пойдете. То есть, знаете, когда видите, когда какую-то ситуацию, в которой нужно разобраться, но вы не принимаете решения и не берете на себя ответственность, чтобы в ней разобраться. Почему? Потому что вы изначально как-то говорите, либо закрываетесь от нее, нет, я туда не пойду, там больно, я ничего не хочу, вот, либо я вообще не хочу с этим связываться, поэтому пускай будет так. Да? То есть вот ситуация требует какого-то прояснения, какого-то очищения, но вы этого не делаете. И придумываете себе разные варианты того, почему вы не получаете то, что вы хотите. А причина просто в том, что нужно что-то изменить. Так, более подробно я не буду рассматривать, потому что все-таки общий расклад. Это была вторая позиция. И мы переходим с вами к позиции номер 3, зелененькому камешку. Секундочку. Помешаю, перетасую колоду. Так, тройки, какая энергия осени вас ожидает? Энергия осени. Энергия победителя. Как и у единичек. Прям вот кто-то выбрал первую и третью позицию. Классная энергия. Будет хватать и сил, будет хватать и вдохновения, будут и какие-то, ну, в чем-то может быть иллюзия и немножко утопическое такое настроение, но на самом деле оно для вас будет комфортным, да, то есть здесь не надо переживать о том, что вот я что-то себе там придумаю, и потом это не реализуется, нет, вот здесь вот в данном случае, да, по аркану звезду, вот это вот придумывание, вот эта вот утопия, она идет во благо шестерки жезлов, почему? Потому что она придает какое-то вдохновение, желание к чему-то идти, к чему-то стремиться, к чему-то двигаться. То есть здесь вот энергия больше мотивационные, и поэтому они хорошие. То есть даже если в этом есть где-то какое-то преувеличение, где-то какая-то вот, я не знаю, утопия, это все равно во благо. Вы будете двигаться, да, вы будете двигаться к своим целям, вы будете на позитиве, вы будете на такой хорошей волне. На самом деле вот за этот год, за первые, скажем так, полгода, может быть, уже 8 месяцев, вот мне кажется, осень, постепенно вы будете чувствовать себя вот прям на коне. Потому что весна у вас была трудная, сложная, что лето было сложным. Вот сейчас как-то, знаете, такое ощущение, что человек воспрял, что ли, окреп духом, вот как-то появилось какое-то желание. До этого у вас и желаний-то никаких не было. Да, до этого вот вы чувствовали себя по восьмерке мечей, да, что-то вас сдерживало, что-то вас сковывало, где-то вы сами себя в чем-то ограничивали, а вот сейчас как будто бы появилось желание. Сейчас появилось, ну сейчас я имею в виду осенью, да, и желание появилось, и сила. Вот бывает так, вот я не знаю, особенно если вы метеозависимые, да, как вот более комфортная, не знаю, температура, либо более комфортные какие-то погодные условия, вот и вы сразу как будто бы вы другой человек становитесь. У вас появляются силы. То есть вот либо здесь может быть такие моменты, что вот открылись дороги. Вот сейчас я имею в виду осенью, да, открываются дороги. То есть то, что вас где-то сдерживало, где-то, возможно, ощущали, что упираетесь головой в потолок, вот сейчас как будто бы неожиданно вы смотрите, а рамок никаких нет, ограничений никаких нет, никакого потолка нет, вы можете двигаться. Здесь прям, знаете, энергия такая, изо дня в день, как-то даже это может быть неожиданно, да,
утром проснулись, и все хорошо, ничего не болит, и настроение хорошее, и желание есть поработать, и прям вот очень продуктивно поработали, получили какие-то результаты. Вот мне прослеживается здесь энергия удивления в некоторой степени. Ну, то есть помимо того, что здесь позитивные энергии, вот прослеживается энергия такого удивления, что смотри, как хорошо, да, все идет как по маслу, вот прям здорово, вот и прям классная энергия. Ну-ка еще какие энергии. Да, выравниваются вот эти вот энергии, да, по пятерке мечей, опустошение, самокритики, самобичевание, переживание, волнение, тревога, какая-то вот все, вот это беспокойство, вот эти вот энергии, они как будто бы выравниваются. И компенсируется чем-то таким хорошим и позитивным. Прям круто, здорово, я очень рада за вас, троечки. Так, давайте посмотрим ситуации, какие могут произойти осенью. То, за что вы переживали, то, за что вы волновались, начинает набирать обороты. И начинается движение. Вот, в принципе, то, что и было по шестерке жезлов, да, то есть как будто бы вы как-то себя накручиваете. У меня здесь ощущение того, что вот вы придумываете того, чего нету, да, накрутили себя, как-то, может быть, чувство вины, тревога, беспокойство. А когда начали действовать, то увидели, что большинство из того, что вы думали, что вы представляли, оно не реализовывается. А наоборот, все идет вот наилучшим каким-то образом. И невзирая на какую-то свою неуверенность, вы все равно двигаетесь вперед. Да? Двигаетесь вперед, и вам нравится, здесь вот появляется как будто бы ощущение того, что вы вышли из какой-то своей скорлупы, да, из какой-то замкнутости, закрытости. Здесь такое, знаете, чувство, когда есть настороженность, вот вы как будто бы открыли дверь, да, просунули туда голову и смотрите, оглядываетесь, все ли спокойно, да, могу ли я выйти, не будет ли каких-то неожиданностей, да, либо каких-то трудностей. И потом вы высунули голову, посмотрели налево-направо, никого нет, зашли, либо вышли, да, в зависимости от того, в каком направлении дверь, либо вы выходите во что-то, либо вы заходите во что-то, смотрите по сторонам, все чисто, светло. Прям, знаете, как на разведку пошли, посмотрели, оказывается, все, открыты дороги, можно спокойно идти. Вот вы прям даже удивляетесь сами себе. Почему дороги? То есть вам даже странно не то, что вы можете двигаться, а почему открытые дороги? Возможно, вы долгое время прям, вот знаете, с чем-то сражались, с какими-то препятствиями, а тут вот все хорошо. Может быть, даже это связано как-то с документами какими-то, когда либо с переговорами, сделками какими-то, когда были вот какие-то трудности, не получалось, были какие-то недопонимания. А тут все спокойно, пришло время, пришли, сделали, заключили договор, подписали и соглашение, и все нормально, и все окей, и вам так хорошо, и... Здесь такое улыбаюсь, почему? Потому что энергия такая, знаете, вы удивляетесь. Может быть, долгое время не было таких вот именно позитивных, хороших моментов. Знаете, человек, который привык все время, вот, допустим, идете в какую-нибудь государственную службу, да, и там будет бюрократия, вы знаете, что надо бы там в очереди стоять, либо еще что-то. А это пришли, людей нету, документы сразу все подписали. Все, что вас попросили, у вас было. То есть вот все складывается прекрасно и замечательно. Мне очень нравится. Так, смотрим дальше. Еще какие ситуации могут быть осенью? Ну вот во всех позициях какое-то движение, да, идет. Какие-то перемены. Такое чувство, вот то, о чем вы думали, причем очень долгое время, как-то вот все просчитывали. Здесь открываются дороги.
Мгм. Появляются шансы, появляются возможности вот как-то, знаете, расслабиться, не знаю, отдохнуть. Э, Такое ощущение, что вот кто-то из вас очень давно хотел посетить пиано-бар. Не знаю почему. Либо вот у меня как-то, вот знаете, вечером расслабиться, сходить в какой-то бар, но не там, где прям очень громко музыка играет, такая тяжелая. Такое ощущение, что вот, я не знаю, может быть, блюз какой-то, да, либо, ну, вот такая спокойная инструментальная музыка мне идет. И вот прям такие свет заглушенный. И вот вы, не знаю, то ли коктейль пьете, то ли вино. И вот вы прям расслаблены и получаете удовольствие. То есть даже это не куда-то, вы можете это дома, да, включить для себя такую расслабляющую музыку, приглушить немножко свет и расслабиться. И такое чувство, что, вы знаете, человек прямо сидит, ноги протянул, не знаю, то ли на пуф, то ли на что еще, вот как будто ноги протянули и прям вот наслаждаетесь моментом, и у меня ощущение того, что вот именно долгое время такого не было, то есть долгое время вы не расслаблялись, либо долгое время вы, может быть, не были одни, не было возможности отдохнуть, вот как-то получить удовольствие. Но удовольствие не потому, что вы просто лежите либо спите, а вот удовольствие от чего-то. Почему-то вот идет вот приятная музыка, мне идет вечер, может быть, в кругу близкого вам человека, вот просто общаетесь, и голоса тихие. Может быть, долгое время, знаете, вы как будто бы не танцевали. Но здесь танцы, как, опять же таки, как блюз, знаете, когда вот в паре танцуешь. Медленный такой танец, то есть здесь ритмы замедленные, приглушенный свет, приглушенная какая-то такая музыка. И вот хорошо, вот прям, знаете, каждая клеточка вашей души, она такая вот прям расслабленная. Может быть, вы находитесь, не знаю, на каких-нибудь спа-процедурах, но опять же таки, это не дневной свет, то ли это вечером, то ли это не совсем освещенное помещение. В общем, вы там получаете удовольствие. Причем есть какие-то вот жидкости, то ли это могут быть эфирные масла как жидкость, то ли это могут быть алкогольные, либо неалкогольные какие-то напитки, то ли это спа, там, я не знаю, вода. Но если это бассейн, то это вот какой-то частный, крытый, и при этом вот свет, он прям вот такой темный-темный. Вот не идет расслабление и вода. Вот я не знаю, может быть, где-то имитация как водопада, либо фонтана какого-то. Но это однозначно не день. Так, еще какие ситуации могут быть осенью? Ну, здесь интересный момент. Если вы состоите в каких-то взаимоотношениях, официальных отношениях, здесь может быть точка. Точка в этих отношениях, вот именно в таком формате, в котором это было. Это не обязательно развод, но вот именно так, как были эти отношения, на чем они базировались, будет стоять точка. Что-то новое должно произойти. Либо здесь мысли какие-то, потому что вот у нас выпало, видите, двойка кубков, шестерка кубков, прям вот отношения, союз, тандем, то есть это могут быть даже не отношения, может быть какая-то дружба, да, может быть какое-то партнерство. Может быть даже какие-то вот родственные отношения. Но в любом случае, чего бы это ни касалось, здесь идет завершение. Либо мысли о том, что надо поставить точку вот именно в таком формате взаимодействия. И что-то новое должно быть по-другому. То есть здесь что-то по-другому должно быть.
Возможно, мысль даже о том, что нужно перейти к каким-то более стабильным отношениям, да, может быть, к браку перейти, если вы просто встречались на долгосрочной основе, либо вместе жили, сожительствовали, у вас появляется желание вместе, ну, вступить в какой-то брак. Но здесь перемены однозначно в каких-то отношениях. Либо, если это, например, касается профессиональных отношений, даже если это родственные какие-то отношения, то есть здесь какие-то новые обязательства появляются у людей, которые состоят в паре. То есть мысли о том, что новые обязательства, например, это какое-то партнерство, открываете какой-то новый бизнес, и здесь должны появиться какие-то обязательства. То есть здесь людей объединяют обязательства. Если, например, это развод, то и есть какие-то дети, да, то могу сказать, что здесь развод будет как будто бы полюбовно, просто потому что, ну, прошли уже отношения, здесь нету конфликтов, вот, но у вас будут общие какие-то обязательства друг перед другом, если у вас есть, например, дети. Здесь нету, если разрыв, нету болезненного разрыва. Здесь такое ощущение, что вот вы, ну, уже знали, что все идет к завершению. Если это партнерство, то тоже знали, что это вот прям вот точка, здесь момент на том, что так, как было раньше, уже не будет. Вот все, поставлена точка. Но то, что появится новое, для кого-то здесь могут быть, опять-таки, если есть какие-то общие обязательства, да, и вы будете совместно проживать, то будете переживать, как-то волноваться, да, по поводу этих обязательств, они будут вам трудно даваться. Либо вы покупаете здесь сообща какую-то недвижимость, там второй дом, там, не знаю, дача, участок, еще что-то. И будете очень сильно переживать на этот счет, потому что, не знаю, может быть, возьмете на долгий период деньги, да, в долг у кого-то, либо там взаймы, либо у государства, не знаю, что-то здесь такое. И вот будете очень сильно переживать на этот счет, что вот надо будет много работать. Будете искать возможность, как заработать, либо будете искать возможность, как взаимодействовать со своим партнером, если, допустим, это развод, уже на каких-то более официальных, что ли, моментах, как-то вот больше по договоренности. Будет очень много разногласий здесь по поводу дальнейшего движения, но в любом случае, вот чего бы здесь ни касалась эта ситуация, последняя, которую я описываю, она судьбоносная. Так должно было быть, да, то есть вот эта вот точка, она должна поставиться. То есть если вы вдруг будете переживать, почему, может быть, можно было что-то изменить, нет, ничего изменить нельзя было, так должно было быть. Так должно было быть. Здесь не только вот личная жизнь, здесь может быть и профессиональная жизнь, потому что здесь суть заключается вот этой вот последней ситуации, что нужно двигаться дальше. Поэтому ставится точка на том формате, на тех взаимодействиях, на тех отношениях, на той работе, не знаю, чего это касается, и вы двигаетесь дальше. То есть если бы вы не поставили эту точку, дальше бы вы не двигались, а время пришло, чтобы вы двигались. То есть здесь перемены, причем такие вот, да, направленные именно на королеву жезлов, да, на ваше какое-то развитие, на ваше дальнейшее движение. Да, долгое время как-то вот вы себя обманывали на этот счет. Ладно, не буду я углубляться, но думаю, вы здесь поняли, о чем речь идет. То есть здесь так или иначе, вот, ну, это уже, можно сказать, было прописано, что так оно и будет. Поэтому, почему я вам это говорю, чтобы вы не переживали, чтобы вы не расстраивались. Почему так случилось и для чего так случилось, вот здесь вот прям кармическая какая-то такая ситуация.
это было уже прописано. Принимайте и двигайтесь дальше. Здесь задача двигаться дальше. Не просто, знаете, принять, что такая ситуация, поэтому я двигаюсь дальше, а принять тот факт, что эта ситуация случилась для того, чтобы вы пошли дальше в свое развитие, чтобы вы больше акцент сделали на себя, чтобы вы больше акцент сделали на свою социальную жизнь, на свою реализацию, то есть ставили себя на первое место. Вы должны вырасти как личность. Для этого вот эта ситуация была дана. Вот такой у меня сегодня для вас расклад. Хочу пожелать вам всего самого наилучшего. Жду вас на блиц-консультациях, на своем телеграм-канале, в чатике. Кому интересно будет, приходите. Вот, и встретимся с вами уже осенью, в понедельник, 2 числа. Всем пожелаю приятных выходных. Всем пока-пока.